Приветствую всех на канале. Сегодня я хочу затронуть важную, но часто недооцененную тему – заблуждения, которые мешают женщинам строить счастливый брак. У многих из нас есть ожидания, сформированные романтическими фильмами, советами подруг или семейными традициями. Но что из этого действительно работает в реальной жизни? В этом видео мы разберем 5 ключевых заблуждений, которые могут подорвать гармонию в отношениях, и найдем пути их преодоления. Досмотрите до конца, это будет полезно каждому. Первое заблуждение. Любовь решит все проблемы. Любовь важна, но ее одной недостаточно для построения крепкого брака. Отношения требуют совместных усилий, умения слушать и поддерживать друг друга. Ссоры и недоразумения неизбежны, но они не разрушают любовь, если партнеры открыты к диалогу. Ожидание, что чувства автоматически решат любые сложности, может привести к разочарованию. Брак — это ежедневная работа над собой и отношениями. Важно не забывать о взаимном уважении и совместных целях. Без доверия и терпения даже самая сильная любовь может угаснуть. Следующая притча расскажет о том, как любовь может стать основой для отношений, но не единственным необходимым элементом. Однажды к мудрецу пришла семейная пара, которая постоянно ссорилась, хотя они искренне любили друг друга. Они спросили: «Учитель, почему мы все время ссоримся, несмотря на нашу любовь?» Мудрец задумался, затем улыбнулся и сказал: «Я дам вам ответ, но сначала выполните мою просьбу. Возьмите эти цветы из моего сада, поставьте их в пустую вазу и любуйтесь ими каждый день». Пара забрала цветы и через некоторое время вернулась. «Учитель, цветы завяли. Без воды и ухода они не могут долго радовать своей красотой», — сказали они. Мудрец кивнул и ответил: «Так же и любовь. Она прекрасна, как цветок, но без корней ее невозможно сохранить. Чтобы любовь продолжала цвести, нужны ее корни. Поддержка, взаимоуважение, доверие и партнерство. Берегите эти корни, и ваша любовь станет крепкой и долгой». Пара поклонилась мудрецу и ушла, осознав, что их счастье в их собственных руках. Мораль. Любовь — это основа, но для крепких отношений необходимы усилия, внимание к деталям и ежедневная работа. Второе распространенное заблуждение женщин о браке. Партнер обязан угадывать желания. Многие женщины ожидают, что супруг поймет их потребности без слов, но партнер не телепат, и молчание приводит к непониманию. Открытое общение помогает строить доверие и избегать обид. Не следует ждать, пока супруг догадается, что нужно сделать. Четкое выражение желаний и ожиданий облегчает совместную жизнь. Важно уважать личные границы и ценности партнера. Диалог помогает понять, как удовлетворить потребности друг друга. Совместные планы укрепляют отношения. Умение говорить о чувствах избавляет от ненужных конфликтов. Притча. Жила одна женщина, которая считала, что ее муж должен сам догадаться о ее желаниях. Она ждала, что он всегда будет понимать, что ей нужно. Но этого не происходило, и разочарованная женщина пожаловалась мудрецу. Он предложил ей провести день, не произнося ни слова, а только с помощью действий показывать мужу свои чувства. Женщина согласилась и целый день молчала, надеясь, что он поймет ее. Однако муж был растерян, не знал, что ей нужно, и даже стал переживать, что она сердита на него. Когда женщина вернулась, мудрец сказал: «Твои молчаливые ожидания только усложняют отношения. Муж не может угадывать мысли, он должен услышать твое мнение и чувства». Мораль. Ожидание, что партнер будет читать наши мысли, — это заблуждение. Истинное понимание приходит только через открытое общение. Третье заблуждение. Счастливый брак — это отсутствие конфликтов. Идея о том, что счастливые пары никогда не ссорятся, вводит в заблуждение. Конфликты могут быть полезными, если они приводят к улучшению взаимопонимания. Главное — не избегать проблем, а уметь их обсуждать. Споры помогают выявить скрытые ожидания и разрешить недовольство. Важно обсуждать проблемы в спокойной обстановке. Умение признавать ошибки способствует гармонии. Эмпатия и уважение к мнению другого помогают в сложных ситуациях. После каждой ссоры отношения становятся крепче, если партнеры делают выводы.
Притча. Молодая пара пришла к мудрецу, переживая из-за частых споров и считая, что это мешает их счастью. Они были уверены, что идеальные отношения — это когда нет разногласий. Мудрец усмехнулся, дал им цветок в горшке и попросил защищать его от ветра. Пара построила вокруг него защиту из досок, но со временем заметили, что цветку не хватает солнца, и он начал слабеть. Однажды ветер был слишком сильным, и доски упали на цветок, повредив его. Вернувшись к мудрецу с пострадавшим цветком, они услышали его слова. Настоящая сила брака проявляется не в безоблачном спокойствии, а в умении преодолевать трудности и находить компромиссы. Главное — не избегать конфликтов, а решать их с любовью, уважением и терпением. Мораль. Счастливый брак — это не отсутствие конфликтов, а способность преодолевать их вместе, укрепляя отношения. Четвертое заблуждение. Брак обеспечит личное счастье. Женщины часто возлагают на брак все свои надежды на счастье, однако брак — не гарантия личной гармонии. Чтобы чувствовать себя счастливой, нужно работать над внутренним состоянием. Саморазвитие и хобби приносят радость и укрепляют самооценку. Не стоит забывать о своих интересах и друзьях после свадьбы. Партнер не обязан заполнять все эмоциональные потребности. Счастье начинается с умения любить и ценить себя. Здоровые отношения строятся на равенстве и взаимоподдержке. Притча. Однажды женщина пришла к мудрецу и пожаловалась, что, несмотря на замужество, она не чувствует себя полностью счастливой. Она считала, что брак — это ключ к ее внутреннему счастью, и верила, что муж и семья сделают ее жизнь идеальной. Мудрец, усмехнувшись, дал ей пустую чашку и сказал: «Эта чашка — твой внутренний мир. Если ты не наполнена счастьем внутри, никто, даже муж, не сможет тебе его дать. Брак лишь отражает твое состояние, но не является источником счастья». Мораль. Брак может быть частью счастья, но настоящий источник кроется в гармонии с собой. Не ищите счастья во внешнем мире, оно уже внутри вас. Пятое распространенное заблуждение женщин о браке. Супруг должен полностью измениться. Многие женщины надеются, что со временем партнер станет другим. Но брак — это не проект по перевоспитанию. Ожидание, что человек изменится ради вас, может привести к разочарованию. Любовь предполагает принятие партнера таким, какой он есть. Если вас что-то сильно не устраивает, важно обсудить это еще до брака. Вместо попыток переделать друг друга лучше сосредоточиться на совместном росте. Изменения возможны только тогда, когда человек сам готов к ним. Притча. Однажды женщина обратилась к мудрецу, жалуясь на своего мужа, который, по ее мнению, не соответствует ее идеалам. Она верила, что если он изменится, их отношения станут гармоничными. Мудрец спросил женщину, какой ее любимый цвет. Она ответила, что фиолетовый. Мудрец дал ей растение и фиолетовую воду, попросив поливать его каждый день этой водой. Через несколько дней женщина принесла растение, не заметив изменений, и спросила мудреца, почему оно не стало фиолетовым. Мудрец улыбнулся и сказал: «Ты пыталась изменить его по своему желанию, но каждый цветок растет по своему собственному плану. Ты не можешь заставить его быть таким, каким он не является, так и с человеком. Ты не можешь изменить его в соответствии с твоими ожиданиями». Мораль. Не пытайтесь изменять человека в соответствии с собственными представлениями о том, каким он должен быть. Любовь — это принятие, а не подстраивание партнера под себя. Сегодня мы обсудили 5 распространенных заблуждений, которые часто встречаются среди женщин и могут мешать построению гармоничных отношений. Важно понимать, что счастливый и здоровый брак требует не только любви, но и честности, открытого общения и совместных усилий. Не стоит ожидать, что отношения будут без конфликтов или что партнер изменится под ваши ожидания. Истинное счастье приходит через уважение, терпение и принятие. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и напишите в комментариях, узнаете ли вы себя в этих заблуждениях. В следующем выпуске мы поговорим о заблуждениях мужчин относительно брака. Не пропустите! Спасибо за внимание и до новых встреч!